Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Сегодня мы смотрим, что вам необходимо знать уже сегодня, да? Что карты решили сегодня вам рассказать, потому что это послание, эту энергию я прочувствовала еще до того, как я взяла карты в руки с утра. И, видимо, что-то карты действительно хотят, очень сильно хотят вам рассказать. Что вам надо знать уже сегодня. Так что не зря вы здесь, не зря вы включили этот расклад. Не знаю, что карты будут говорить, но знаю точно, что не зря вы его включили. Давайте дальше. Думать, смотреть, вытягивать нужное, да? Ну и отталкивать то, что не надо в своей жизни. Сейчас будем смотреть. Сейчас я настраиваюсь в свою колоду. Так. Вы проговорите свое имя. Подумайте о себе. Подумайте о каком-то важном моменте в своей жизни. Все есть. Так, смотрим, что карты про вас расскажут. Сейчас. Знаете, первая карта выпала. Сон спящей красавицы. Да, вы можете, может быть, да, только что проснулись. Может быть, вам сон такой какой-то весомый снился, да? Может быть, вы наоборот смотрите видео и скоро-скоро будете спать. Что-то со сном связано. Может быть, вы не высыпаетесь. Может быть, вы очень хотите поспать, и вам постоянно идут какие-то мысли в голову, которые разрушают сон. Есть такое. Но что-то, знаете, это как по верхам, да, по верхам. Я сказала то, что увидела. Но если вот в глубину копнуть, что-то еще есть. Что-то, что карты именно сегодня хотят вам сказать. Потому что вы 1000000% стоите на пороге каких-то очень хороших изменений лично. Вот они личные у каждого из вас будут. Лично в своей жизни, там, либо в своих пониманиях, либо в своих каких-то, в своем отношении к чему-то или к кому-то даже. Какие-то перемены есть. День и ночь для вас, да. Где-то тянутся, где-то наоборот быстро бегут, это понятно. Есть такое, что в вашей жизни реально есть ситуация, которую вы никак не проводите. Так хочется уже, чтобы что-то закончилось, а оно никак и никак. Вот что-то такое вот день и ночь, уже устали, уже многое что передумали, уже себя много раз, не знаю, там ущипнули, либо поменяли. Но здесь именно перемены идут правильные вот сейчас. Они как будто бы рядышком, как за руку вас держат, эти перемены, я вижу. Есть в вашей жизни триумфы, скажу, да, потому что карта триумфы выходит, но это больше как на будущее. И какие бы вот крошечные триумфы у вас в вашей жизни не были, но они будут. А вместе с крошечными триумфами получается как будто бы, знаете, какое-то выздоровление. Вы как будто бы, да, может быть, кто-то из вас чего-то большущего хочет, но вы не понимаете, что это большущее просто так придет неожиданно, благодаря вот этим маленьким поступкам, либо переменным таким вот маленьким переменчикам таким, да, вот что-то такое есть. Может быть, вам кажется, что оно нереальное, либо да что я сейчас делаю, да что я сейчас могу, да, на это чихать там, а нет.
очень много ситуаций в вашей жизни, на которые вы махнули рукой, либо вообще забыли о чем-то. А эти ситуации, они как маленькие пазлы, которые складываются в вашей жизни и дают вам дорогу, и дают вам смысл. Просто не всегда видишь, чувствуешь. А вот если понять, ты много изменишь в своей жизни. Ваша жизнь — это путешествие. И путешествие еще не остановилось, как бы, знаете, оно не пришло к концу. Ого, еще какое! Какое интересное, потому что здесь первая карта — это сон спящей красавицы. Это значит, то, что вам нравится, оно наконец-то прорвет. Вы как будто просыпаетесь. Ждите скоро очень хорошую новость, ждите скоро очень хорошую перемену. Да, может быть, по маленьким каким-то шагам, крошечные триумфы, да, но у вас какое-то исполнение идет, у вас что-то хорошее идет, и карты об этом уже с сигнификацией хотят сказать. Сейчас. Карта дорог. Карта... Давайте так. Вы находитесь в периоде поиска. Да, как глаза закрыты, вроде бы что-то растет, но все равно еще под землей находишься. Но это образно по карте только, да? Если вот так вот понимать свою жизнь, ты как будто действительно еще как росточек не вырос, хотя уже многое есть. Уже и бабочки видят тебя, да, хорошие люди уже рядышком где-то крутятся. Есть такое. Но вы действительно находитесь в периоде поиска решений. Возможно, чувствуете одиночество, хотя рядом есть, вот бабочка есть здесь, и люди рядом есть, и вы нравитесь, вы действительно нравитесь, но вы можете чувствовать себя действительно одиноким человеком. Такое впечатление, что у вас руки связаны, и вы ничего сделать не можете, раскопать себя, достать себя, да, из какой-то, не знаю, там, клетки. Но несмотря на все это, вы действительно идете к своей цели. Еще могу сказать, несмотря на окружение, которое вас... Где-то хорошие люди, да, вы нравитесь, но где-то есть и плохие люди. И где-то какие-то гусеницы, может быть, там какие-то мышки, да, которые кусаются, опять же, образно говорю. Но по-любому даже через это вы идете к своему, не знаю, как это сказать, началу перемен, либо к своему ключику этих перемен. Вы идете правильно. Но есть ошибка какая-то маленькая, вот по первой карте. Сейчас я буду раскрывать. И вам надо это знать действительно именно сегодня. Есть такое у вас, что вы волнуетесь из-за чего-то, и может даже, ну вот смотрите, даже вот то, что сейчас карты говорят. Есть у вас волнение? Допустим, попытка изменить жизненную ситуацию. Есть волнение по этому поводу? Или какую-то проблему разрешить? Или то, что вот действительно как день и ночь, оно все никак не изменится. И опять же, отсюда волнения идут. Знаете, карты предупреждают о том, что успокойся. Мужчина, если смотрите, немножко на себя, да, перекидываете. Успокойся, карты говорят. Ты реально... У тебя путешествие, ого-го, какое еще. С такими триумфами, что тебе и не снилось. Хочу это посмотреть. Сейчас я... Защитное гнездо. Карта «Ты меня слышишь?» и ответ. Вернее, вопрос стоит, а ответ надо. Сейчас еще 2 карты достану.
Мисс Солнечный свет. Прекрасно. Защитное гнездо. Солнечный свет вас разбудит. Чистая природа, чистая любовь. Вы чистый человек. Ты меня слышишь? Это к чему? Это карта бланка. Это значит, а вы себя слышите? Я поняла, что вам карты хотят сказать. Ключи на деревьях. Твой путь, он открыт. Ключи на деревьях. Они, может, вообще не твои. Твой ключ у тебя. Твой ключ у тебя. Эти ключи не твои. Ты думаешь, ой, я не могу здесь, не могу там. Нет, это кто-то не может, это не ты. Твой ключ у тебя. И ты идешь на гору своего счастья без замков. Так как идешь, так и идешь. И тут клетка, она вот, у тебя ключ, открывай, иди дальше. Знаете, что карты хотят сказать здесь? Очень-очень весомо. Именно сегодня. Что-то у меня нос зачесался даже. Но это к каким-то новостям хорошим, скажу так. Смотрите. Есть такая история. К человеку пришла смерть, да, и говорит: все, я тебя забираю. А он лежит и говорит: а сколько у нас еще времени? Она говорит: 2 минутки. А у тебя за эти 2 минутки, смерть говорит, ты можешь спросить, загадать что-то, чтобы тебе показала какие-то такие крутые вещи, там, хочешь на машине покататься, там, Вселенная за 2 минутки тебя так покатает, что как будто ты всю жизнь катался. Ну и все такое, да? А человек говорит: нет, я хочу узнать смысл моей жизни. В чем заключался смысл моей жизни? Видите, карта бланка. Ты меня слышишь, ты себя слышишь, ты имеешь много вопросов. Либо, а где моя защита, а где мой солнечный свет? Да, я люблю чистоту, я хочу долгих путей, но я пока что еще не выросла, либо я никак не могу пробиться, как тоненький росточек. Нет, вы сильный человек реально. День и ночь, там триумф. Не, у меня ничего не получается. У вас многое что получается, карты хотят сказать, Вселенная хочет сказать. Так вот, продолжаю. И смерть говорит: это первый раз такое спрашивает человек, хочет за последнее время, за оставшееся время вот это вот именно узнать. И сейчас подумаю, говорит, как тебе ответить. И первое, что задает, какой вопрос задает смерть этому человеку, она говорит: а что ты об этом думаешь сначала, а потом я тебе отвечу. Человек говорит: вот смотри, я думал, смысл жизни — это мой ребенок. Но это именно такой рассказик был, который я хочу вам сказать. Это не про вас, Боже упаси, у вас путешествие жизненное, у вас счастье, детки счастливые 1000000%. Потому что вы здесь, и вы должны это послушать. Как-то так. Он говорит, человек этот: у меня был сын, и счастье, я думал, что смысл моей жизни в его жизни, что он есть. Но в 18 лет ты его забрала. Когда ему исполнилось 18, ты его забрала. Смерть говорит: да, так вот пришлось. Потому что у него новый путь дальше. Здесь хватит, но только мне это понятно, а тебе нет. Хорошо, говорит человек. Я хотел понять следующий смысл жизни. Если не здесь, то где дальше? Да? Жена, которая не выдержала, отношения не нужны уже стали, и она ушла. Да, потеряла тоже сына, и я ей не стал нужен. Хорошо, я дальше решил искать свой смысл жизни. Я решил отдать себя, так как я педагог, детям, чтобы они выросли и кем-то стали.
И что после этого? Сколько бы я ни старался, они все равно стали теми людьми, которые вот в них жили. Кто-то мелким клерком, кто-то вообще по наклонной пошел, кто-то потом прибегал ко мне и говорил, зачем я этому учил, надо было другому учить. В общем, опять же у меня ничего не получилось. Может быть, я такой плохой человек? Смерть говорит, нет, ты не плохой человек, просто около тебя такие вот именно люди были, но у них тоже свое. У них своя жизнь, у них свои интересы, у них свое счастье тоже будет, не переживай. Но того, чего ты хотел, да, ты не получил, какого-то ученого, допустим. Но теперь, говорит смерть, я тебе рассказываю. Смотри, помнишь, в школе, когда ты учился, у вас была девочка, и она как-то бежала, и ты ее толкнул на улице, и она упала, испачкалась. Извините за слово, в дерьмо, да, какое-то там собачье или какое-то там. Она испачкалась. И потом ее одноклассники, и те, кто это все видел, начали называть вонючкой там и всем таким вот плохими словами. Как бы кличка на нее после этого упала. И она плакала, попросила родителей, чтобы ее перевели в другую школу. Ты помнишь это? Да, помню. Но разве в этом смысл жизни? Я же сделала и плохо. Я потом просил прощения, знал, что это плохо, и я потом переживал. Но ничего изменить уже было нельзя. Смерть говорит, продолжим. Она пошла в новую школу, где не знали ничего такого про нее. Она встретила там парня, в которого влюбилась и который полюбил ее. У них очень шикарные, хорошие отношения стали на всю ихнюю жизнь. И у них родился сын. С помощью их двоих, и хорошего мужчины, парня вот этого, и ее, которая переосмыслила и свою жизнь после того падения, сын вырос в человека, который смог выучиться, и он стал очень сильным, выдающимся ученым. И это всего лишь из-за того, что ты толкнул ее в дерьмо, извините за слово. И человек лежит и говорит, я не понимаю, я же не чувствовал этого, я думал, наоборот, я виноват. А смерть говорит, так люди просто должны жить, счастье видеть в каждом дне. Где-то ты ошибся, где-то не ошибся, где-то ты сделал плохо, где-то наоборот хорошо. Во всех ситуациях будет ключик, который ты даже, может, не откроешь. Но ты должен знать, что смысл жизни — это ты сам. И многое, что от тебя реально зависит, но только тогда, когда ты не пренебрегаешь своей личной жизнью, когда ты не упускаешь свои желания. И вот получается так, что ты человек, маленький пазл этой жизни. Либо ты своим поступком, наоборот, взял пазл, и вот твой поступок — это пазл для той женщины, для той девочки, для ее сына, для того человека, с которым она познакомилась. Вот ты как будто толкнул, и это пазл, ты ей помог. Ты ее вытолкнул с того момента, да, с той ситуации, где бы она ничего не нашла и ничего бы не было. Так что у каждого из вас есть очень шикарный потенциал. Вы многое в жизни сделали превосходного. Может быть, даже да, кто-то сделал и плохое, и от этого, может быть, даже кто-то из вас плачет по ночам, там вечером, вспоминая тот момент, и хотелось бы вернуться и исправить, а уже невозможно. Не надо. Радуйтесь сегодняшнему дню, потому что все предначертано. И когда человек думает, я чист, я исправлен, у меня есть защитный дом и защитная душа, у меня есть защита моих ангелов. Такая карта. И я действительно получу свой сон, но тот, который я хочу, не навеянный кем-то, не навеянный страхами, а тот, который я хочу. Да? И я проснусь и увижу свой дом, свою жизнь, самый лучший, с солнечным светом. И день за днем я буду просто расти, радоваться, и я буду вселенной в этом мире. Вы должны верить в себя.
Вы реально должны верить в себя. Ваше путешествие еще не окончено. 1000000%. У вас столько всего еще впереди. И вот этот вопрос не кому-то вы должны задавать, да? Ты меня слышишь вообще, что я сказала? Или сказал, да? А вы себе задайте этот вопрос. А я себя слышу? Просто задайте. Даже сейчас в комментариях самой судьбе, самой Вселенной объясните, вот, что вы самого себя спрашиваете. Просто в комментариях «Я себя слышу?» и ответьте «Да, я себя слышу». Или «Нет, допустим, у меня есть вопрос, и я хочу на него ответ найти». И 1000000% после этого вы найдете его. Но самое главное, действительно, прислушивайтесь. Даже если нет в каком-то вопросе, вы прислушиваетесь. У вас перерождение идет. Вы сила Земли, сила вашего рода. Вы сила своей жизни. Вот так вот. Ух, какой расклад вообще. Я прочувствовала, что что-то карты хотят реально вам сказать. Ну вот Вселенная через карты, да. Но вот такого оборота, вот именно почему? Потому что я не знаю, что карты будут выкладывать, когда начинаю расклад. А когда они начинают картинка за картинкой в моей голове, не то, что тут нарисовано, хотя тут тоже многое что сопоставлено, а в моей голове начинает целый сюжет сформироваться, и я уже чувствую, что именно вы хотите услышать. Это прекрасно. Это прекрасно. Когда есть тормоз, когда что-то закрыто, да, сложно докопаться, вытянуть, значит, есть какие-то проблемы, которые надо действительно отстранить. А тут сегодня открыто. Значит, именно сегодня вы должны были найти это видео. Либо видео вас. Вы на правильном пути своего путешествия. Это однозначно. Я тут даже колоды приготовила, но думаю, не надо их уже. Ну так, напоследок давайте посмотрим. А так карты все сказали. Вы действительно человек этого мира, человек Вселенной. Вы должны были быть в этом мире и делать то, что делали. Ну как-то так. Да, иногда делаешь такие вот ошибки, которые хочется исправить. А вам будет подсказка. Где исправить, чтобы действительно исправить. И либо, если нет такого, значит, ты уже давно исправил все. Значит, тебя уже не ругают, там ничего, ты уже исправил. Ну, как-то так. Так что живи, радуйся. Так, мечевая маленькая карта и стабилизация по десятке пентаклей своей жизни. Как будто бы здесь идет перепись. Переписывается судьба и пишется, здесь тоже такие вот как листы книги, в любовь, в радость и благосостояние вашей жизни. Вот так вот переписывается ваша судьба. Открытие идет. 8 пентаклей. Восьмерочка это вложение, да, это вложение. Дьявол, что дьявол скажешь? Вылет, ангелы спасают, 20-й аркан, то есть 21-й. Здесь идет, как ангелы спасают, ангелы выводят тебя как будто бы отводят из лап вот этого дьявола. Угу. А я сейчас беру ангельскую колоду архангелов. Сейчас спросим у них, почему тут ангел и дьявол. Ну, как бы 21-й аркан, но все равно энергия ангела. Как будто ты вылетаешь из лап дьявола какого-то. Кристально чистые намерения, архангел Михаил говорит. Ясно? Сознавайте собственные желания и будьте непоколебимы в своей вере. Это вообще то, что тут все эти карты говорили, и одна карта из Архангела сказала. Именно Архангел Михаил проснулся, да, именно сейчас хочет вот это вот обосновать все. Ясно осознавайте, это как посыл для вас, он говорит, ясно осознавайте собственные желания, я же говорила, и будьте непоколебимы в своей вере. А знаете, непоколебимы как?
Но если вы сомневаетесь, уже веры нет. А вы будьте непоколебимы. Я верю, что у меня будет все хорошо. Я верю, что проживу долго и счастливо. Я верю, что закончится боль, закончится что-то очень сложное, тяжелое, страшное. Закончится одиночество, допустим, да, закончится безденежье. Я верю. Вот поэтому архангел, он говорит: осознавайте ясно, и у вас все получится. Это ваш знак на сегодня. Это ваша сила на сегодня. Да будет так, да? Да будет так. Так. Что еще? Ну, напоследок давайте еще вот этой колодой, а потом и вот этой тоже второй. Если кому интересно, в принципе, вот она. Эта колода. Вот это вот. Просто иногда спрашиваете, но я забываю иногда показывать коробочки. Вот эта колода такая. Так, можете скриншот делать, и по скриншоту в интернете найдете. Так, что еще для вас? Разрезаете путы. Судьба находит вас, и вы открываете колесо, которое начинает двигаться в новом зеркальном отражении. Зеркальное отражение — это когда вы зеркалите врагов, враги не могут к вам больше пробиться. И зеркальное отражение больше как наоборот удача и счастье. То, что ты думал вот так, а оно меняется и реально в лучшую сторону. Двойка жезлов — это взгляд в прошлое, которое, ну да, любовь. Сейчас. Любовь и выход из темноты. Не смотри много в прошлое. Не смотри много в прошлое. Видите? Да, двойка жезлов. Любовь к тебе идет. Любовь, двойка кубков. И ты выходишь из темноты по вот этому, как затмению какому-то. Ты выходишь из темноты, у тебя новые пути открываются. Корабль счастья, корабль любви, корабль удачи. Полная чаша, туз кубков. Полная чаша благополучия. В твою жизнь идет любимый человек. Очень весомый в твоей жизни, любимый. И он будет вот как благодарность тебе, он будет и тебя благодарить. Знаете, как вы сойдетесь, как недостающие звенья этой дороги жизненной. Вы будете рады, вы будете счастливы. Да будет так. Архангел Михаил, пусть будет все во благо. Пусть будет все во благо. Да, восьмерочка кубков, возвращение счастья идет в вашу жизнь. Восьмерка кубков — это возвращение. Да, какой-то уход был. Возможно, сейчас уйдет что-то плохое. Может быть, даже то, что не хотите отпускать. Но не бойтесь. Не бойтесь. В вашу жизнь возвращается ваше счастье и ваша уверенность. Семерка жезлов. Уже скоро, уже вот сейчас. Вы не зря здесь сегодня. Очень не зря. Боль уходит, страдания уходят. Боль сердца и тяжесть в груди, и вообще вот какие-то действительно тяжелые воспоминания, тяжелые моменты, они уходят. По четверке жезлов в ваш дом приходят люди и приходит счастье. Ждите посланника добрых вестей. Женщина какая-то будет с вами разговаривать о каких-то интересных перспективах на стабильность, на финансовое благополучие. И да, выход из непонятности какой-то, выход из какой-то гадости, из какой-то темной, из чего-то темного такого непонятного по девяточке жезлов. Семерка кубков, хватит плакать. Семерка пентаклей, хватит ждать. И 7. Это что-то с чем-то. Это просто что-то с чем-то. 7. Подряд. Семерка мечей говорит о том, что обман врагам вернется. Сам себя не обманывай. Этого нет, в принципе, но все равно прислушайтесь к тому, что карты говорили. Вот. И смотрите, семерка кубков, не плачь. Семерка пентаклей, хватит ждать. Семерка мечей, хватит обманывать себя, может быть так, да? Либо хватит слушать какие-то обманы других людей. Это все
переворачивается. Вы как будто бы наконец-то находите свое счастье, свою удачу. И вот этот обман, вот это вот как бумеранг возмездия по 7-7-7 возвращается вашим врагам. Однозначно каждый получит в свое время. Однозначно. Кстати, 7-7-7. 7 числа любого месяца просто загадывайте любое желание. Оно непременно исполнится. Не знаю сейчас. Слушайте, 7 сегодня. 7-7-7 сегодня. 7.07.26, да? Когда я выпустила это видео, когда я его сделала. Загадывайте желание. Слушайте, даже если вы смотрите 8, 10 или через месяц, вот сейчас и загадывайте желание. Даже ждать следующего числа не надо, 7, хотя можно. Это видео я делаю 7 числа, 7-7-7. Значит, уже здесь можно загадывать по вот этой энергетике свое желание. Оно должно исполниться. Если что-то не исполнится, значит перезагадайте его. Вот. Либо как-то по-другому обоснуйте его. Потому что Вселенная должна вас услышать. И исполнить, что реально вам нужно, и из-за чего вы будете счастливы, да, радостны. Вот так вот. Дай Бог, да будет так. Архангел Михаил. Пусть все будет в радость и в благополучие. Так, 8 мечей. Ждите изменений хороших таких. Ну и что еще тут? Не, ну это вообще. 7-7-7. Тут еще 7 вот торчит. Там пораньше, правда, ну здесь подряд. И 7 я делаю его 7 июля. 7.07. Что вам надо знать сейчас, уже сегодня? Вот весь этот расклад. Все, что тут было сказано, это ваше. Вы меняетесь. Вы меняетесь. Морская ведьма выходит. Дорогой друг и дом на небе. Да, опять же, дом. И застывший на мели. Сейчас скажу напоследок уже, что тут. Во-первых, если по мелочам смотреть на сегодня, то есть по поводу морской ведьмы, да, это напоследок уже так мелочи. Карты предупреждают о скользком. Тут и рыбка, и медуза, и человек, и написано ведьма, да. Могу подольше даже показать, посмотреть. Предупреждение есть о скользком человеке в вашем окружении, который может преследовать личную выгоду. Так что будьте аккуратны в ближайшее время. Вот. Он может вызвать разочарование, либо даже какое-то, ну, что-то плохое может сделать. Будьте аккуратны. Вот. Но, однако, по всему раскладу здесь и правосудие было, здесь и сильные большущие карты выходили. Вы сможете увидеть истинное лицо этого человека, либо этой ситуации и тех людей в общем, да, и остаться на высоте, по-любому остаться на высоте. Дом на небе, да, на высоте, где вам будет намного лучше. Это значит, что в ваш дом не придет несчастье, не придет потеря, не придет, не знаю, денежная там какая-то проблема или что-то типа этого. Потому что да, кто-то хочет сделать вам плохо, но вы увидите, как изменить, и сама судьба действительно будет это менять. Кстати, этим человеком, этой ведьмой, может быть и друг хороший такой. Так что тоже будьте аккуратны. Может и не друг, может и друг, но на всякий случай будьте аккуратны. Вот. Кстати, да, будьте аккуратны, еще раз скажу, и не слишком доверчивы, да? Вот. Такое. В доме, тут корабль на дереве, тут дом на воздушных шариках, как говорится, да?
В доме ожидаются перемены к лучшему. Идет принятие в вашей жизни весомого и удачного решения, потому что застывшие на мели — это не ваш путь, путешествие, да, как бы здесь такое вот, и тут в конце вот такое выходит, да. Нет, это не ваше, это как предупреждение и подсказка, что будет принято весомое, удачное решение, и в жизни наступает этап какого-то нового отсчета, который ведет к достатку. В семье будет очень так неплохо, нормализация такая идет. У меня аж это немножко так середина руки, ладошки, да, начала так как-то покалывать. И успех это ваше, это как вы берете, это ваше. Потом по вот этим последним картам есть совет, напутствие. Не обращайтесь всегда постоянно на защиту. Ну, дорогой друг, помоги, там, все, я боюсь, а ну давай как жилетка мне-нибудь. Ну что хочется. Реально хочется иногда, чтобы кто-то жилеткой побыл. Может быть, их и нет таких людей, да, рядом. Ну просто знаете, как карты советуют, даже Вселенная советует бороться с собственными страхами и пессимизмом самому. Просто вот то, что вы тут услышали, кое-что поняли для себя, кое-что свое взяли, кое-что даже написали там в комментариях или что-то еще сделали тут, да, вот. И все, и будьте уверены. Никакого пессимизма, никаких страхов. Вы защищены. Где здесь эта защита? Вот. Защитное гнездо. Еще в начале вышло. Вы защищены. Вот гнездо, дом на голове, да, вот тут дом. Это прекрасно. И еще не стоит пытаться спасать то, что уже изжило себя. Понимаете? То, что уже застывшее на мели, и то, что уже, ну все, вот все, это не ваше. Не стоит спасать свои какие-то дела, какие-то мысли, какие-то планы. Может быть, чужих людей, которые лезут, да, со своими проблемами, а смысла нет. Необходимо отпустить что-то. Может, прошлое, может быть, освободиться от груза обид, которые вот что-то вот держат вас, да, или еще от чего-то, и двигаться вперед. И двигаться вперед с уверенностью, что вы человек, огромный пазл, либо огромная картина, и вы сами собираете эти пазлы, да, ну что-то вроде этого. Так как впереди вас ждут новые возможности и реальные исполнения желаний. Знаете, даже если текущие вот ситуации вашего времени сейчас, да, ну, тяжелые, допустим, либо выборочно тяжелые, либо действительно что-то не совсем так, не надо. Не переживайте. Это как раз тот момент, когда что-то, да, должно соскочить, должно измениться. Вы меняетесь в себе, и тут же вокруг вас многое меняется. Все. На сегодня все. Счастья вам огромное, преогромное. И я вам говорю, тем более, кто со мной до конца сейчас, многие из вас пишут, я до конца. Все, вы действительно берете эту энергию помощи, защиты целиком, в полном объеме. Вы под защитой, вы на вершине, а ваши враги в яме. Все. До следующего видео. Я с вами не прощаюсь. Давайте на связи остаемся, да? И увидимся, услышимся. Приходите. Жду вас в гости. Хотя вы здесь как дома уже, скорее всего. Все, давайте. Живите и здравствуйте. Угу.